Всем привет! И в сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно редкую и необычную масштабную копию грузового автомобиля Китайской Народной Республики. И данный грузовик именуется Jifang CA30A. Эту модель я покупал через онлайн-интернет-аукцион напрямую из Китая. И данная масштабная копия копирует автомобиль 1967 года выпуска. И этот грузовичок можно назвать клоном советского полноприводного грузового автомобиля ЗИЛ-157. Всем известный легендарный Захар. И так как в моей коллекции есть ЗИЛ-157 от Автоистории и Start-Scale Models, мы тоже их рассмотрим в сегодняшнем видеоролике, и вы наглядно увидите, чем отличаются три масштабные модели. И у меня такое ощущение, что Кострома в какой-то степени тоже приложила руку к созданию этого грузовичка, потому что если отбросить все характерные для китайского варианта элементы, кабина в точь-в-точь повторяет обводы костромского изделия. И здесь только отличие в том, что у этой модели металлическая кабина и металлическая рама. У изделия Start-Scale Models и Автоистории только из металла кабина. Рама и кузов — это пластик. И покажу вам модель от Автоистории. У меня грузовичок в песочном варианте окраски. Эту модель я покупал со скидкой, когда была распродажа. И, по-моему, если мне не изменяет память, этот грузовик обошелся мне то ли в 599, то ли 699 рублей. Но, во всяком случае, он был значительно дешевле, чем аналог из серии Автолегенды СССР грузовики. И многие из вас, наверное, помнят, что в Автолегендах тоже попадались модели, именно перепаковка грузовиков от Автоистории. И здесь особых доработок я не делал, потому что, в принципе, эта модель не сильно отличается от более дорогого собрата в коробочках Start-Scale Models. И модель от SSM у меня в классическом темно-зеленом цвете, самый базовый вариант исполнения. И у Костромы довольно широкий ассортимент различных надстроек на базовом шасси, но эти модели я не брал, потому что в коллекцию старался приобретать 157-е семейство от Deep Models, но мы его сегодня не будем рассматривать, потому что у Deep модель значительно дороже, но там, конечно, лучше проработка кузова, ходовой части, и те модели вы тоже можете найти в видеообзорах на моем канале. И если вернуться к модели китайского производителя, то сложно сказать, какая фабрика делала это изделие, потому что здесь нету каких-либо опознавательных знаков, какие-то иероглифы. На задней стороне есть вот такая довольно симпатичная иллюстрация настоящего грузовика, и мне подобные картинки нравятся. И очень жаль, что сейчас многие производители ушли от такого типа оформления. Например, на ранних коробочках от Classic Bass были тоже рисунки автобусов, а сейчас у них упаковка в черном цвете. Конечно, она тоже довольно стильная, но вот таких рисунков, на мой взгляд, не хватает многим таким премиальным брендам. И на нижней стороне также есть вот небольшая наклейка и надпись, что это изделие сделано в Китае. И когда я приобретал эту масштабную копию, то у этого бренда также предлагался обычный, не запыленный вариант исполнения, но мне понравился вот такой загрязненный вариант тем, что здесь напыления не так много, и оно смотрится относительно естественно. Потому что мало кто из производителей вообще предлагает такие загрязненные модели, и не всегда у производителей получается промышленным способом хорошо состарить или загрязнить модель. И если вы посмотрите, то здесь кабина и кузов окрашена в один цвет, краска не особо отличается по тону, и мне также нравится, как здесь загрязнили боковые и лобовое стекло. И также сделали, как будто стеклоочистители очистили некоторую площадь для улучшения обзора. И если сравнить этот грузовик с аналогом от Автоистории Start-Scale Models, то первое, что бросается в глаза, это немножко другая форма крыльев. Здесь крылья более плоские, для более удобного обслуживания моторного отсека. Если вам показать модель от Автоистории, сейчас давайте ее распакуем, то здесь крылья сделаны полукругом. И у меня на грузовичке от Автоистории немножко надломилось боковое зеркальце, потому что упаковка не самая удобная. И когда я один раз доставал эту модель, то просто задела
картонка и сломалась хрупкая ножка. Но это тоже не так страшно, я потом ее подклеил. И здесь как раз вы можете посмотреть, какая форма крыльев у советского грузовика. Также немножко отличается боковинки капота и отличается дизайн решетки радиатора. У советского варианта решеточки вертикальные, на китайском аналоге они горизонтальные. И у модели немножко отличается дизайн покрышек, и мне больше нравится, как сделана резина на китайском прототипе, потому что у советских моделей не так выражен протектор. И повторюсь, у этих моделей рама сделана из пластика, только металлическая кабина, а у китайского грузовичка металлическая рама и металлическая кабина и пластиковый кузов. И если посмотреть на то, как проработана ходовая часть на этой модели, то она что-то среднее между автоисторией и Start Scale Models. Здесь чуть хуже проработка передней балки, чем у продукции SSM, но преимущество в том, что эта модель более увесистая из-за большего количества металлических деталей. Отдельные дверные ручки также вполне хорошо сделаны, зеркала заднего вида, тоненькие дворнички из фототравления. На заднем стекле также установлена небольшая защитная решеточка. И если посмотреть на кузов, он изнутри тоже немножко загрязнен. У этого грузовика отдельные прозрачные фонари, окрашенные красным лаком. Есть сцепное устройство, тоже установлены крылья, запасное колесо. И я здесь подложил фольгу, потому что покрышки со временем стали въедаться в подиум, и они также немножко оплавили колесные диски, но не так критично, и я уже не стал демонтировать резину, потому что она тоже окрашена. Видите, следы запыления, и здесь краска довольно мягкая из-за того, что резина выделяет пластификатор, и в принципе уже не стал их трогать, потому что боюсь испортить вот это напыление. Ну, вот так выглядит этот грузовичок, и давайте сравним его с продукцией от Start Scale Models. У SSM вполне хорошие модели, но, конечно, очень сильно страдает качество сборки, качество окраски, и не всегда выбирают хорошие достоверные цвета, хотя вот у этого Zilla цвет вполне, я думаю, реалистичный для того периода времени. И здесь тоже установлена лебедка, натянута нитка, есть небольшой буксировочный крюк, и то же самое можно видеть на китайском варианте исполнения. А вот на модели от автоистории просто установлена катушка, но нету крюка и натянутой нитки. Конечно, можно самому сделать доработку, но хотелось бы вот такую недорогую деталь видеть даже на такой модели. Вот так выглядят колесные диски. Здесь, повторюсь, чистый вариант исполнения, без каких-либо пигментов. Точно такие же дворники, правда, они установлены не в таком же месте, как на китайском варианте исполнения. И на заднем стекле тоже присутствует защитная сеточка. А так очень похоже в плане геометрии кузова, геометрии кабины. И повторюсь, такое ощущение, как будто эти модели делались, ну, во всяком случае, на схожих пресс-формах. Возможно, одна разработка 3D-модели, просто с некоторыми изменениями, касающимися настоящих прототипов. И пишите ваши комментарии, какая из показанных мною моделей вам понравилась больше всего. Есть ли в вашей коллекции чисто китайские автомобили? И, конечно, они не так широко представлены в масштабе 1 к 43, но, например, в моей коллекции есть еще один G-Funk от производителя Century Dragon. И там модель копирует ZIS-150, и у Century Dragon такая модель была в нескольких вариантах исполнения. Был бензовоз, обычный бортовой грузовой автомобиль. Я себе в коллекцию взял автомобиль для сборки урожая. Там была небольшая диорамка, и в кузове были различные
овощи. По-моему, там тыква, картошка и что-то похожее. Тоже вполне симпатичная модель, но у Century Dragon машина стоит намного дороже, чем вот этот no-name бренд. Так что, если вы хотите похожую модель в свою коллекцию, ищите ее на аукционах, потому что, повторюсь, она не особо встречается в онлайн-интернет-магазинах. Если вам понравился этот видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. И на сегодня это все. До новых встреч. Пока.